Искусственный интеллект выдал аккуратную таблицу. Колонки ровные, формулировки спокойные, цифры на месте. Ссылки выглядят убедительно, и в этот момент очень хочется расслабиться. Потому что таблица похожа на готовую сводку. Бери, вставляй в презентацию, документ или рабочую заметку. Но именно здесь кроется ловушка. Красивая форма не доказывает, что данные верны. Сегодня разберем, как врачу проверять таблицы, цифры и источники от искусственного интеллекта без реальных пациентов, без назначений, без клинических норм и без попытки за 1 минуту заменить полноценный разбор. Речь о базовой профессиональной проверке. Можно ли вообще доверять этой сводке как черновику? Если вы на канале впервые, коротко представлюсь. Меня зовут Алексей Гордеев. Я врач-фтизиатр, заведующий. Вы на канале «Искусственный интеллект для врачей». Здесь я разбираю искусственный интеллект так, как он реально нужен врачу в работе. Практично, без хайпа, без обещания чудес и без замены клинического мышления. Если это про вас, оставайтесь. Будет полезно. Почему таблица так опасно успокаивает? Потому что она выглядит организованно. А наш мозг любит порядок. Когда информация разложена по строкам и столбцам, она кажется более надежной, чем тот же текст одним абзацем. Но для искусственного интеллекта таблица – это просто форма ответа. Он может также уверенно оформить правильную таблицу, неполную информацию и выдуманную информацию. Доверие к форме – главная уязвимость врача. Если ответ выглядит аккуратно, это еще не значит, что он проверен. Если рядом стоят ссылки, это еще не значит, что ссылки существуют. Если в таблице есть цифры, это еще не значит, что эти цифры взяты откуда-то. Поэтому первый вопрос к любой таблице от искусственного интеллекта должен быть не красиво ли сделано, а на основании чего эти данные. Я бы прямо так и спрашивал искусственный интеллект. Для каждого пункта покажи источник. Укажи, откуда взята эта цифра, когда опубликован источник и где ограничение применения. Зачем так подробно? Потому что общая ссылка без проверки почти ничего не дает. Искусственный интеллект может написать название документа, похожее на настоящее, может дать ссылку, которая выглядит убедительно, может сослаться на источник, где на самом деле нет этой цифры, может перепутать год, страну, популяцию, контекст или просто придумать аккуратное объяснение. И здесь важно не впасть в другую крайность. Не нужно считать, что каждая таблица от искусственного интеллекта обязательно плохая. Нет, она может быть полезной, но ее роль черновик. Структуры, а не источник истины. Например, если мне нужно сравнить несколько вариантов организации рабочего процесса, искусственный интеллект может предложить колонки. Задача, риск, кто отвечает, как проверить результат. Это полезно, он помогает разложить хаос. Но если он заполняет таблицу конкретными цифрами, нормами, ссылками или требованиями, тут уже начинается другая зона. Здесь нужно проверять. Я использую несколько простых шагов. Шаг первый. Попросить источник для каждой важной строки. Не общий список литературы в конце, а именно привязку. Это цифра откуда, это утверждение на чем основано, этот пункт из какого документа, какая дата, для какой ситуации применимо. Если искусственный интеллект отвечает общими словами, это основано на общепринятых рекомендациях. Для работы этого мало. Общепринятые кем, где, когда и для какой задачи. Шаг второй. Открыть источник. Звучит банально, но это очень важный момент. Ссылка может не открываться, документ может не существовать, в документе может не быть этой фразы, цифра может относиться к другой группе, другой стране, другому году или другой задаче. Наличие ссылки не равно достоверности. Ссылка должна вести к реальному источнику, а в источнике должно быть именно то, что написал искусственный интеллект. Шаг третий. Проверить дату и контекст. В медицине, а особенно в организации здравоохранения, контекст очень важен. Даже правильная цифра может быть неприменима, если она взята из старого источника, другой системы, другой страны, другой категории пациентов или документа другого типа. Поэтому вопрос не только правда или нет, вопрос еще и применимо ли к моей задаче. Шаг четвертый. Спросить иначе. Можно задать искусственному интеллекту тот же вопрос с другой формулировкой. Проверь эту таблицу критически. Какие строки могут быть неверными? Где нужны источники? Какие цифры стоит перепроверить вручную? Если после такого вопроса искусственный интеллект начинает сам отказываться от части своих строк, это очень полезный сигнал. Значит, первый ответ был не итогом, а черновиком. Шаг пятый. Принять решение, что делать с таблицей. Есть таблицы, которые можно оставить как структуру. Например, как план проверки, список вопросов, черновик сравнительной рамки. А есть таблицы, которые нельзя использовать, пока каждая важная цифра не проверена. Особенно если от этих цифр зависит решение, документ, публичное выступление, обучение или управленческий вывод. Мне нравится жесткое правило. Одна выдуманная цифра обнуляет доверие всей таблицы. Это не значит, что все остальное точно неправильно. Но это значит, что таблица потеряла статус надежной. Теперь ее нужно проверять целиком. Потому что если искусственный интеллект спокойно придумал одну строку, он мог придумать и другие. И еще один момент. Иногда искусственный интеллект пишет источник так, что он выглядит очень убедительно. Название похоже на реальное, год выглядит логично, ссылка похожа на официальный сайт. В этом и есть опасность. Ошибка не всегда выглядит как ошибка. Поэтому нельзя проверять и доверять только настроению ответа. Нельзя думать, звучит профессионально, значит это нормально. Профессионально может звучать и выдумка.
Для безопасной демонстрации лучше брать нейтральные примеры. Например, не таблицу с дозировками, не схему лечения, не клинические нормы, а таблицу по организации и задаче. Какие шаги есть в подготовке материала, кто что проверяет, где нужен источник, где нужен человек. На таком примере хорошо видно сам принцип. Искусственный интеллект может построить удобную форму, но проверку содержания делает человек. Если коротко, мой чек-лист такой. Если источник для каждой важной цифры, открывается ли источник, есть ли в источнике именно эта информация, актуальна ли дата, подходит ли контекст к моей задаче, не поменялся ли ответ, если спросить иначе. Если таблица проходит такую проверку, ее можно использовать дальше как рабочий черновик. Если нет, это простая красивая заготовка. И это не паранойя, это обычная профессиональная гигиена. Врач и так живет в мире, где важны источники, контекст и применимость. Искусственный интеллект не отменяет этот навык. Он просто делает его еще важнее. Потому что уметь очень быстро создавать убедительную форму. Потому главный вывод такой. Искусственный интеллект может помочь собрать таблицу, но источник проверяет врач. Не настроение модели, не красивое оформление, не уверенный стиль, а источник, дата, контекст, применимость. После этой практической дуги можно будет вернуться к вопросу, как вообще организовать постоянную работу с ИИ-помощниками. Потому что одно дело разово задать вопрос в чат, и совсем другое выстроить систему, где роли понятны, данные защищены, а человек все равно держит контроль. А в комментариях напишите, что вам было бы полезно разобрать на примере таблицы. Организационный чек-лист, сравнение инструментов, подготовку памятки или что-то другое. Только без персональных данных и без клинических решений. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.